Всем привет! Продолжаем с вами беседовать о реалиях жизни и работы в Японии. Сегодня поговорим еще о 3 моментах, касаемых проживания в Японии, о том, что может расстроить, огорчить, разочаровать ряд иностранных граждан, которые мечтают жить и работать в Японии, и в результате они, скажем так, возвращаются домой. Японский язык. Вообще, что касаемо японского языка, то есть ряд заблуждений, которые распространяются на многих форумах, блогерах, сайтах и так далее и тому подобное. И я постараюсь сейчас немножко так, подытожить и, наверное, разочаровать нескольких категорий граждан, которые думают, что японский это все очень просто и легко. Начнем с того, что без японского языка в Японии жить сложно. Это факт. И если вам говорят, что если вы знаете, допустим, английский язык, у вас все будет хорошо, то могу вас разочаровать, это не так. И японцы не знают английский язык на том уровне, на котором, скажем так, пытаются донести на форумах, блогерах. Каждый второй японец знает японский язык, мне, допустим, говорили, или там знает вообще очень-очень хорошо. Нет, японцы знают японский язык на уровне школы, вот этот уровень, и причем после школы они его очень хорошо забывают. Это реалии, потому что если спросить что-то на английском, то в основном японец будет, скажем так, в ступоре, он будет замешан, либо вообще постарается вас проигнорировать и как-то убежать. Поэтому без японского языка туго. Следующий момент касаемо уровня японского языка, который необходим для жизни в Японии. Все зависит от того, что вы хотите в результате. Если, например, вдруг вы выйти замуж за японца, например, станет домохозяйка, то, наверное, N4, N3 за глаза. Если же вы хотите учиться, затем работать в Японии, то вам нужен, если не N1, то хотя бы N2. Вообще разница между N1, налетчик и N2, она не такая большая, как говорят. Там, знаете, говорят, что если N2 это понимаешь, читаешь, можешь поступить в институт, а N1 это уровень близкий к носителю, то есть как у японца, то могу сказать, что японцы сами не знают язык на уровень N1. Я знаю многих ребят, японок, которые пробовали сдавать Nihongo no Ryokushiken N1, и у них это не получалось, потому что там большинство канзи иероглифов, которые даже сами японцы практически не используют, поэтому знать все канзи иероглифы не нужно. Что касаемо слоговых азбук, хирогана, катакана и канзи, то, в принципе, выучить это легко и быстро, потому что, например, я знаю ребят, китайцев, которые за полгода, даже за год с нуля сдают на N1, потому что N1 сам по себе это уровень, на котором можно натаскаться. Есть все эти учебники, есть списки канзи, есть список грамматики и все остальное, поэтому все это легко сдается. Не нужно даже 2 года учиться в языковой школе, чтобы сдать на уровень N1. Что касаемо необходимости вообще самого экзамена, то я один из тех, кто считает, что он вообще не нужен, потому что работодателю не важно, есть у вас он или нет. Когда вы придете устраиваться, например, в японскую компанию, вы, естественно, допустим, говорите по-японски, то по вашему резюме он все поймет. Можете вы писать, читать или нет. По разговору он тоже поймет, можете вы разговаривать или нет. Я уже 100 раз рассказывал ситуации, когда, например, у человека есть N1, N2, он может писать, может читать, но не может говорить. И наоборот, у человека прекрасный японский язык, но он не умеет ни читать, ни писать. Это, кстати, случай, который я столкнулся лет 5 назад, в моей компании, в компании, в которой я работаю. К нам пришла девушка, если не ошибаюсь, то с России. Она шикарно говорила на японском языке, даже лучше меня. Все японцы сказали, что у нее вообще обалденный японский язык, но она не умела ни писать, ни читать абсолютно. Несмотря на то, что у нее есть дети, у нее есть муж. То есть я ее спросил, сказала, мне просто не нужен. Письменный, скажем так, японский ей не нужен. Она не использует его в повседневной жизни. Но разговор у нее просто отличный. Если вас такая ситуация устраивает, то, конечно, хорошо. Но, как правило, если, например, вы будете работать, допустим, в офисе, то зачастую все будет с японским языком. Соответственно, если вы не умеете ни читать, ни писать, то у вас будут проблемы. Ну, я сомневаюсь, что с таким уровнем, если только разговорный, возьмут японскую компанию. Кредитные карточки, банковская система, платежная система Японии и те трудности, с которыми сталкиваются иностранцы, приезжающие жить и работать в Японии. Начнем с открытия счета в банке. Открыть иностранцу счет в банке не так-то и просто, потому что на сегодняшний момент в Японии продолжает существовать система печати, инкан, которая заменяет роспись, подпись. И если у вас его нет, то иностранцу, как правило, будет сложно открыть счет в банке. Хотя сейчас есть много апплей для смартфона, можно открыть онлайн. В принципе, это сделать
не так-то трудно. Я вот, допустим, недавно открывал, я буквально 5-6 минут не заняло. Но дело все в том, что я давно живу в Японии, да, у меня уже Эйджукен, и поэтому, наверное, мне, да, скажу так, легко и просто, да, получилось. Если вы приезжаете как студент, например, языковой школы, то, скорее всего, придется идти напрямую в банк, и тем более, если вы не знаете японского языка, да, в предыдущий момент, то, возможно, будет очень сложно. Что касаемо печати, то печати, допустим, у японцев проще. Они пошли и нашли, там, купили свое имя, да, фамилию. И отлично. Для иностранца здесь все сложнее, потому что, допустим, свое имя, по сути, нельзя. Нужно делать свою фамилию. Фамилию можно записать как катакана, да, для иностранца, так и можно записать и ромази, то есть на английском языке вариант, да. И получается такой момент, что некоторые банки требуют, чтобы данная печать была зарегистрирована. Регистрируется данная печать в муниципалитете. Причем процесс регистрации тоже такой немножко так витиеватый, да, нужно за это платить. Если не ошибаюсь, то порядка 6-7 тысяч йен нужно для того, чтобы заплатить, да, за регистрацию своей печати. При этом, если у вас, например, длинная фамилия, да, либо вы хотите даже там вместе с именем, то придется делать печать довольно-таки большую. Есть круглики, да, есть квадратные. Причем там размер разный, то есть в зависимости от того, какой вариант выберете, потребуется время, деньги и, ну, вообще напечатать, то есть там, в принципе, самая простая, там, по-моему, 2-3 тысячи йен будет стоить, чтобы сделать, и регистрацию. То есть, ну, в общей сложности, наверное, потратите порядка, наверное, 10 тысяч йен. Примерно, да, это вы, потому что это старые цены, я давно этим не занимался, могу ошибаться, но, в принципе, рассчитано на то, что вы потратите вот такую сумму для того, чтобы сделать себе печать и впоследствии в банке, да, сделать, открыть свой счет, получить сберегательную книжку там, либо дебетную карточку, или как по-японски кэш-карта, да, это для того, чтобы можно было снимать деньги с банкомата. Следующий момент – это получение и регистрация кредитной карты. Здесь намного сложнее. Как правило, студентам, домохозяйкам в Японии сложно получить кредитную карточку, потому что нет официального дохода, скажем так, да. Допустим, у меня был пример, когда я уже работал, я захотел сделать кредитную карту, я обратился в довольно-таки крупный банк, и мне через 2 недели отказали. Мне отказали, причем причину не объясняют. Я пошел в другой банк, тоже там попробовал, мне тоже отказали. Таким образом, то есть мне в 3 местах отказали в общей сложности. Причем потом мне уже объяснили, что если, допустим, вам первый раз отказали, то лучше подождать хотя бы 2-3 недели для того, чтобы обращаться в следующее место для получения кредитной карточки. Я этого не знал. Я где-то в течение нескольких дней все это делал, мне, кстати, все получилось в минус. И потом уже мне сказали, кстати, это вам лайфхак, кредитная карточка от компании Rakuten. Rakuten Ginko. В принципе, дает всем, и домохозяйкам, и студентам, и даже безработным. Это реальный момент, реальный шанс, да, получить кредитную карту в Японии. Потом, если у вас будет уже кредитная карточка, вы смело можете пойти в другой банк. Как правило, говорят о том, что если вы в одном месте получили, то и в другом будет уже намного проще. Кстати, еще один момент, допустим, если вы Rakuten не хотите, обычные большие супермаркеты, да, например, Ион такие же, да, там тоже есть, как правило, свой банк, есть своя кредитная карточка, и там большой шанс получить кредитную карту, даже если вы студент, иностранец, приехавший в Японию, да, либо домохозяйка, ну, может, получилось тогда, вот домохозяйка, у вас нет основного дохода. Это прекрасный шанс получить кредитную карту. Но такой момент, что, да, получить порой довольно-таки сложно. И это многих иностранцев выбешивает, как мне говорят, да, они говорят, что как так, у меня есть доход, у меня есть деньги, а мне не дают кредитную карточку. Ну вот так вот, да, то есть, особенно к тем, допустим, кто только приехал в Японию, например, у вас виза, например, на год, вы прожили всего пару месяцев, шанс того, что вам дадут кредитную карту, он очень-очень маленький. Работа в Японии вообще это, наверное, процесс самый сложный, потому что очень много иностранцев, которые не принимают японскую систему поиска работы, японскую систему переработки и так далее и тому подобное. Вообще об этом я уже рассказывал в своем одном из прошлых видео. Рекомендую посмотреть. Ссылочка на него будет вверху. Ссылочка также будет в описании данного видео. И в конце видео тоже я оставлю. Рекомендую посмотреть. Там еще несколько моментов, да, о жизни в Японии без прикрас. То есть все как есть, моими, да, порой довольно критичными глазами, скажем так. Что касаемо вообще работы в Японии, то я знаю очень немало иностранцев, которые в результате вернулись домой, не понравилось им работать в японской компании, потому что, скажем, некоторые думают, что вот я лучше знаю, да, чем начальник, я лучше, например, программист, да, как мне рассказывают, что японские программисты, они очень-очень такие
да, далекие, а вот отечественные программисты, они очень умные, они все молодцы. Мне об этом судить нет смысла, потому что я не программист. Они считают так, но, знаете, такие ребята, да, они, к сожалению, возвращаются домой и затем ругают японскую компанию, что все у них было очень плохо, а они, такие вот, да, замечательные ребята, к сожалению, у них ничего не вышло. Я, например, видел такие интервью и о работе в компании Rakuten, и о работе в компании Google, хотя, насколько я знаю, допустим, есть несколько ребят, японцев, которые работают в Google, они очень-очень довольны, им все нравится, им все оплачивают, и зарплата там довольно-таки приличная. То же самое касаемо и компании Rakuten, да, там фиксированная, нормированная переработка, но, скажем так, условия труда довольно-таки неплохие, да и зарплата, в принципе, не слабая, на старте получаете 310 тысяч йен в месяц, это очень-очень хорошо. Дорогие друзья, товарищи, други, те, кто смотрит меня в первый раз, те, кто на меня подписан, большое спасибо за просмотр данного видео. Если посмотрели до конца, то вы получили, опять-таки, небольшой, но полезный материал для размышления, заставить задуматься, отвлечься от обстановки, того, что сейчас происходит в мире. И я думаю, он был полезен для тех, кто желает жить и работать в Японии. Недавно я проводил стрим, кстати, да, был стрим, неплохой стрим, да, посмотрел его несколько человек, за что им большое спасибо, получил я много вопросов, на них ответил. В ближайшее время стрим будет, я постараюсь анонсировать перед тем, как его проводить. Скорее всего, буду проводить стримы по выходным, ориентировочно это воскресенье. Вы можете, да, если будет стрим, прийти, подготовить вопросы. Я всегда готов ответить на все ваши вопросы, поэтому приходите, когда будет стрим, задавайте вопросы и получайте от меня на них, естественно же, ответы. У меня на сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорых встреч. Пока.